Всем привет! Сегодня я расскажу о 16-летней девушке, которая влюбилась в своего сводного брата. С тобой все в порядке? Все хорошо. Ее зовут Шер. Она дочь судьи по гражданским делам Мэла Хоровица. Отец напоминает, что сегодня к ним приедет Джош, его сын от другой женщины и по совместительству сводный брат Шер. Девушка отправляется в школу на новеньком джипе, что купил ей отец. Водительских прав у нее еще нет, но надо же девушке на чем-то учиться водить. По дороге Шер забирает свою подругу Дион, такую же дочь богатых родителей. В школе подружки узнают о плохих оценках по дискуссии в табелях успеваемости. Шер возвращается домой, встретив своего сводного брата Джоша. Девушка не очень-то рада его видеть, так как она считает, что раз его мама вышла замуж за другого, то его теперь и должен считать отцом Джош, а не Мэла, отца Шер. Подозвав детей, Мэл интересуется у дочери, где ее табель успеваемости, чтобы глянуть на ее оценки. Солгав, что табели еще не готовы, Шер надеется договориться с преподавателями, чтобы те изменили итоговые оценки. Все учителя идут навстречу девушке, кроме мистера Холла, преподавателя предмета дискуссии. Он считает, что его предмет никак не поддается девушке, а если Шер не удастся изменить оценку, то от папы ей очень сильно достанется. Шер считает, что это все из-за того, что мистер Холл страдает от одиночества, и девушке приходит отличная идея, как сделать преподавателя немножечко счастливым. И тогда он, возможно, подастся на уговоры Шер и изменит итоговые оценки. Девушка решает свести мистера Холла с мисс Гейст. Шер пишет любовную записку для учительницы от тайного анонима, подсунув ее мисс Гейст. Та, прочитав записку, приходит в неописуемый восторг. На уроке дискуссии мистер Холл перечисляет отличившихся учеников по опозданиям на его предмет. Шер доказывает преподавателю, что одно из ее опозданий носило чисто женский характер. Мистер Холл соглашается с девушкой, после чего Шер произносит, что все-таки мисс Гейст была права насчет мистера Холла, когда говорила, что у него одного во всей школе присутствует интеллект. Мистер Холл расплывается в улыбке. Мэл встречает дочь, размахивая уведомлением о штрафах. Отец запрещает Шер ездить на машине, если рядом с ней не будет сидеть человек с водительским удостоверением. Девушка зовет с собой Джоша покататься по городу, от которого узнает, что брат считает ее эгоисткой, ведь даже из знакомства мистера Холла и мисс Гейст Шер хочет извлечь свою выгоду. Встретившись в школе, подружки замечают мистера Холла. Подбежав к нему, Шер произносит, что случайно перепутала и положила утром отцу вместо итальянского кофе в термосе бутылку фанты. Сама она кофе не пьет, а вот мистер Холл мог бы разделить его с мисс Гейст. Дождавшись учительницу, девушки более-менее ее прихорашивают. Выйдя на школьный двор, они замечают, как к мисс Гейст подсаживается мистер Холл, угощая женщину итальянским кофе. С этого момента, как и предполагала Шер, оценки на уроке дискуссии улучшились у всего класса из-за того, что мистер Холл начал встречаться с мисс Гейст. Глядя на табель успеваемости, Мэл гордится дочерью, что ей удается заработать себе хорошие оценки, не пересдавая предметы. На уроке физического воспитания приводят новую ученицу. Глядя на нее, Шер и Дион решают сделать из этой замухрышки принцессу, а также познакомить ее с каким-нибудь хорошим парнем, ведь пока Тай находится в компании таких девушек, ее социальный статус намного выше, чем когда она только сюда приехала. В столовой новенькая знакомится с Трэвисом, о чем рассказывает подружкам. Шер против выбора Тай, ведь Трэвис, по мнению девчонок, наркоман, и ни одна уважающая себя девушка не будет с таким встречаться. Шер решает познакомить Тай с Элтоном, чей отец является владельцем концертных залов. Девушка специально устраивает фотосессию, заставляя свою новую подружку сесть поближе к парню и попросив Элтона обнять Тай. Когда Шер отводит девушку в сторонку, Элтон просит сделать специально для него одиночную фотографию Тай, что приводит девушек в полный восторг. Шер приводит Тай к себе домой. Звонит Дион, по словам которой в шкафчике Элтона кто-то видел приклеенную фотографию Тай, что не может не радовать Шер. Вечером подруги отправляются на вечеринку. По дороге Шер учит, как заставить Элтона обратить на себя внимание. Девушек встречает Трэвис, предлагая принести что-нибудь выпить, но этот криворукий и вечно обдолбанный паренек случайно проливает коктейль на туфли Шер, что очень расстраивает девушку. Здесь же и Элтон, заметив которого, Шер просит Тай смеяться, как будто Трэвис рассказывает что-то смешное. Элтон подходит к ним, и одна из девушек предлагает сыграть в присоски. Все передают друг другу карту, а Элтон специально выпускает ее, чтобы поцеловать Шер в губы, что девушку очень раздражает. Звонит отец, требуя от Шер немедленно вернуться домой, так как время уже позднее. Дион со своим парнем остаются на вечеринке, поэтому Шер просит подвезти Элтона. Девушка встречает свою одноклассницу, которая подвезет Тай до дома, а Шер отправляется с Элтоном. По дороге девушка всячески нахваливает Тай. На это Элтон четко дает понять, что они с Тай из разных слоев общества и не могут быть вместе, не то что он и Шер.
Элтон начинает приставать, и девушка выскакивает из его машины. Психанув, парень уезжает, оставив Шер одну в незнакомом месте. Девушка решает позвонить в справочную, чтобы узнать номер местного таксопарка, но появившийся вооруженный грабитель забирает у девушки и телефон, и сумочку. Позвонить отцу Шер не может, так как если он узнает, где именно была его дочь на вечеринке, то ей конец. Шер звонит Джошу, который приезжает за ней вместе со своей подружкой. На следующее утро в школе Шер рассказывает подругам о словах Элтона насчет Тай. Чтобы успокоить девушку, Шер предлагает прогулять уроки. Они отправляются в ресторан, где, услышав песню, под которую они вчера с Элтоном танцевали, Тай снова начинает истерить. Шер решает во что бы то ни стало найти подруги нового парня. Размышляя на уроке дискуссии над тем, где же его искать, Шер встречается взглядом с новеньким учеником Кристианом, из-за чего девушке приходит мысль, что было бы неплохо поискать парня и себе. Используя все свои скиллы, Шер начинает соблазнять новенького. Приемы работают, и Кристиан приглашает Шер погулять. Парень приезжает за девушкой в особняк ее отца, где Мел с несколькими сотрудниками и Джошем разбирают срочное дело. Когда парочка уходит, Джош отправляется за ними, чтобы присмотреть за Шер, с чем Мел полностью соглашается. На танцах Шер встречает Тай. Там же они замечают Элтона, танцующего с Эмбер, вечной соперницей Шер. Тай замечает Джоша, который приглашает девушку на танец, пока Шер занята Кристианом. Оставив своего нового парня танцевать дальше, Шер, Тай и Кристиан возвращаются домой. По дороге Шер предлагает Джошу заехать и купить что-нибудь перекусить отцу и его команде, которые до сих пор разгребают дело. Через несколько дней девушке звонит Кристиан. Парень предлагает встретиться у Шер и посмотреть фильмы, что он принесет с собой. За просмотром видео Шер начинает прикасаться к ноге Кристиана, а затем произносит, что у нее просто замерзли ноги. Накрыв их подушкой, Кристиан просит не отвлекаться, так как сейчас будет самое интересное. Как только Шер начинает разговор о кексе, парень тут же собирается и уходит, чем вызывает недоумение у Шер. Об этом девушка утром рассказывает Дион, признавшись, что у нее почти был кекс с Кристианом. Услышав это, Мюррей принимается смеяться, так как уже почти все в курсе, что Кристиан не по девушкам, но несмотря на это, Шер продолжила с ним встречаться. Однажды в торговом комплексе Шер и Кристиан замечают, как два парня свесили Тай через перила ради шутки. Подбежав к ним, Кристиан спасает девушку. Из-за этого случая все внимание в школе переключилось на Тай. Девушка даже подшучивает над Трэвисом, который ей всегда нравился. Из-за своего подавленного состояния Шер заваливает экзамен на водительское удостоверение. Вернувшись домой, она встречает Тай и Джоша. Тай просит помощи у Шер, как заполучить ее сводного брата, так как парень ей нравится. Шер не думает, что они подходят друг другу, из-за чего Тай в грубой форме высказывается о девственности Шер. Чтобы проветриться, Шер отправляется гулять по городу, но все ее мысли заняты только Джошем, которому ну никак не подходит Тай, и до девушки доходит, что она сама влюблена в парня. В любом другом случае Шер нарядилась бы в свое самое лучшее платье и использовала все свои навыки соблазнения, но она не может сделать так с Джошем. Помогая разбирать отцовское дело, Джош и Шер начинают дразнить друг друга. Глядя на них, помощник Мэла принимается ругать девушку за то, что она все испортила своей помощью, и из-за нее они потеряли целый день, обозвав ее еще и дурой. Покидая особняк, помощник Мэла произносит, что если бы Джош не заигрывал с девушкой, то она бы им не мешала, и они не потеряли бы даром целый день. Джош садится рядом с Шер, пытаясь ее успокоить, что приводит к их поцелую. На свадьбе мистера Холла и миссис Гейст Шер, Дион и Тай обсуждают, в каких платьях они будут выходить замуж, что беспокоит Мюррея, Джоша и Трэвиса. Объявляют бросание букета, который ловит Шер. На этом фильм заканчивается. Спасибо за просмотр и до встречи на канале.